Вы уверены, что зеленая лазерная указка действительно зеленая? Посмотрим, что у нее внутри. Можно разглядеть, что свет становится зеленым только после прохождения через какой-то странный кристалл. Что же это такое? Лазер, активной средой которого является ортовый нодотитра с неодимовым легированием, генерирует свет в инфракрасном диапазоне длиной волны 1064 нанометра, и видеть его мы не можем. И только после прохождения через кристалл титанил-фосфата калия с такой вот интересной кристаллической структурой, его длина волны становится ровно в 2 раза меньше — 532 нанометра. Или иными словами, удваивается частота. Что же такого особенного в этом кристалле, что он позволяет так преобразовывать свет? В линейной оптике поляризация или дипольный момент единицы объема связана с электрическим полем следующим образом. Но вообще говоря, в нелинейной оптике это выражение можно обобщить, и тогда поляризация становится связана с электрическим полем во второй, третьей степени и так далее. При этом связь записывается с помощью тензора поляризуемости χ. Тензорная эта величина является, потому что связывает компоненты вектора электрического поля с компонентами вектора поляризации. Но это мы еще рассмотрим подробнее. В этом же выражении нас будет интересовать в основном только второе слагаемое, а слагаемое старшего порядка мы рассматривать не будем. За что же отвечает это второе слагаемое? Вспомним, что поле является электромагнитной волной, то есть зависит от косинуса kz минус омега t. И подставим такой вид поля в выражение для поляризации. После подстановки мы получим выражение, написанное здесь в третьей строчке. При этом первое слагаемое здесь просто соответствует поляризации, которая меняется так же, как электрическое поле, с той же частотой. Второе слагаемое соответствует какой-то постоянной поляризации среды, но не зависит от времени. Это также называется оптическим выпрямлением, его мы тоже рассматривать не будем. А третье слагаемое, мы видим, что косинус зависит уже от удвоенной частоты, и именно оно соответствует генерации второй гармоники. Ну а если поляризация колеблется с удвоенной частотой, то, соответственно, и в среде может распространяться волна с удвоенной частотой. Пусть наша волна падает на какой-то кристалл. Тогда первое слагаемое соответствует просто прохождению этой волны через кристалл, а второе слагаемое соответствует прохождению волны с удвоенной частотой. Также можно нарисовать энергетическую схему, которая описывает, что два фотона с частотой омега превращаются в один с частотой 2 омега. Но откуда вообще берется такое слагаемое? В модели атома Лоренца атом рассматривается как гармонический осциллятор, и поляризуемость связана со смещением электрона X. При этом уравнение, которое описывает смещение, просто обычное уравнение на осциллятор. Пусть у нас среда обладает какой-то асимметричной структурой, асимметричной кристаллической решеткой, тогда можно ожидать, что потенциал тоже будет асимметричным, что приведет к появлению слагаемого потенциала пропорциональному x в кубе. И, соответственно, уравнение тоже изменится, в нем появится слагаемое пропорциональное x в квадрате. Решение такого уравнения несколько громоздкое, но оно написано в книге Бойда по нелинейной оптике. И оказывается, что нелинейную восприимчивость χ на удвоенной частоте можно связать с линейной восприимчивостью на исходной и удвоенной частоте. Рассмотрим подробнее выражение для нелинейной поляризации на частоте второй гармоники. Как мы уже говорили, поляризуемость χ является тензорной величиной, поэтому можно записать покомпонентно это же выражение. Сейчас мы подробно разберем, что же значит такая запись. Пусть у нас есть какая-то среда, которая может генерировать вторую гармонику, и на нее падает плоская волна, электрическое поле которой поляризовано вдоль оси Z. Подставим электрическое поле вдоль Z в нашу формулу. Оно входит в формулу дважды. Пусть поляризация второй гармоники тоже вдоль оси Z. Тогда поляризацию вдоль Z с электрическим полем тоже вдоль Z будет связывать компоненты тензора χ, Z, Z, Z. А поляризацию, например, вдоль Y будет связывать компонента поля χ, Y, Z, Z. Более сложной ситуации, когда плоская волна падает так, что у падающего электрического поля, например, есть и Z, и Y компоненты. Поляризацию вдоль Y с компонентами поля
будут связывать уже 4 слагаемых для всех возможных комбинаций компонент поля. И каждую из этих компонент электрического поля будет связывать соответствующая компонента тензора χ. Всего у такого тензора χ 27 компонент. Это тензор третьего ранга. И их можно было бы располагать в виде кубика, но записывать в таком виде их совсем неудобно. Поэтому обычно пользуются чуть-чуть другой формой записи. Для начала расположим их в более удобном виде, чтобы было видно все сразу. Рассмотрим компоненту χ, x, y, z. Она связывает компоненту падающего поля вдоль y и z с поляризацией вдоль оси x. Но нам совершенно не важно, в каком порядке мы поставили две компоненты поля. И, соответственно, компонента тензора χ, x, y, z должна быть равна компоненте тензора χ, x, z, y. То же самое мы можем сказать и про некоторые другие пары компонент. Это приводит нас к более простой записи тензора χ, когда мы пары одинаковых компонент объединили в одну. Такой тензор записывается в виде матрицы 6 на 3 и связывает столбец, в котором записано соответствующее произведение компонент электрического поля с поляризацией вдоль x, y и z. На самом деле, в среде, в которой отсутствует дисперсия, чего, конечно, в реальности не бывает, существует правило Клейнмана, которое позволяет сказать, что на самом деле еще некоторые пары компонент равны друг другу, то есть тензор полностью симметричный. Но поскольку в реальной среде дисперсия все же присутствует, то соответствующие компоненты просто могут быть близки по значениям друг к другу, но не равны в точности. Как же выглядит тензор поляризуемости для каких-то реальных кристаллов? Чаще всего оказывается, что многие компоненты такого тензора просто равны нулю. Например, для арсенида галлия, кристаллическая решетка которого обладает симметрией тетраэдра, не равны нулю только следующие компоненты, которые выделены тут фиолетовым. Кроме того, они все равны друг другу, и их значение примерно 100 пикометров на вольт. По ссылке в описании вы можете узнать, как, исходя из симметрии структуры, определять независимые и нулевые компоненты такого тензора. Например, для титаната бария с симметрией четырехугольной пирамиды ненулевые компоненты тензора уже будут другими. Они выделены здесь красным цветом. Важно заметить, что если мы структуру повернем, то и компоненты тензора нелинейности должны измениться. Например, в этом случае красные компоненты переходят в желтые. Рассмотрим это на примере одной из компонент, например, z, y, y. Она связывает компоненты электрического поля вдоль y с компонентой поляризации вдоль оси z. И при повороте такой системы эта же компонента тензора с тем же значением должна уже связывать поле вдоль z с поляризацией вдоль y, потому что именно с точки зрения поля вдоль z и поляризации вдоль y структура остается той же самой. Соответственно, компонента z, y, y переходит в компоненту y, z, z при повороте вокруг оси x на 90 градусов. Возможно, у вас возник вопрос, почему компоненты тензора так окрашены. Их цвет связан с симметрией структуры по отношению к поворотам вокруг оси z и отражению в вертикальных плоскостях. Очень часто бывает, что для какой-то одной структуры все компоненты просто одного цвета, но не всегда. Тензор нелинейности χ меняется при поворотах структуры, если, конечно, сама структура при таком повороте меняется. Если такой поворот переводит структуру саму в себя, то и тензор нелинейности остается тем же. В связи с этим у тензора нелинейности есть одно очень важное свойство. Он будет равен нулю, если у структуры есть центр инверсии. Посмотрим на выражение для поляризации и проверим это. При инверсии системы координат компоненты вектора px сменят знак. То же самое произойдет с компонентой вектора ey и ez. Но произведение двух компонент вектора e знак менять не будет, потому что минус на минус дает плюс. Из этого получается, что левая часть уравнения знак меняет, а правая нет. Из чего следует, что компонента вектора поляризации должна быть равна минус самой себе же. Это значит, что она просто равна нулю. Поэтому вторая гармоника может генерироваться только в средах, у кристаллической решетки которых нет центра инверсии. Как вы уже, возможно, заметили, при процессе генерации второй гармоники выполняется закон сохранения энергии.
частоты просто складываются. Исходя из следующей формулы, связывающей ковектор с частотой света, мы бы хотели также написать и закон сохранения импульса. Но, к сожалению, нам не удается этого сделать, потому что ковектор также связан с показателем преломления структуры, а показатель преломления зависит от частоты. Соответственно, показатель преломления на частоте первой гармоники не равен показателю преломления на частоте второй гармоники, и такое равенство мы написать не можем, что несколько мешает эффективной генерации второй гармоники. Введем следующую величину, назовем ее дельта К, и это просто разность ковектора на частоте второй гармоники и удвоенного ковектора на частоте на первой. В книге Бойда показано, что, исходя из уравнений Максвелла, мы можем написать вот такое уравнение для отдельных частотных компонент поля, там EN, и связать их с соответствующей нелинейной поляризацией. При решении такого уравнения получится, что интенсивность второй гармоники пропорциональна функции синус x делить на x, которая зависит от введенной нами разности фаз дельта К. Буквой L большое обозначено расстояние, которое свет уже прошел в среде, и на этом расстоянии мы бы хотели измерить интенсивность второй гармоники. Пусть оно какое-то фиксированное, тогда при дельта К равном нулю интенсивность второй гармоники будет максимальной. Это условие называется условием фазового синхронизма. При выполнении этого условия функция синус x делить на x просто равна единице, а интенсивность будет пропорциональна квадрату расстояния, которое волна прошла в среде. То есть будет просто квадратично расти. Но она не может расти до бесконечности, потому что в какой-то момент просто вся падающая волна превратится во вторую гармонику, и ей будет больше неоткуда брать энергию. Ну, на самом деле, это решение было получено просто без учета истощения волны накачки. Если мы учтем истощение волны накачки, то при малых расстояниях функция интенсивности все еще будет квадратично расти с расстоянием, но при больших расстояниях она будет приходить к насыщению и описывается функцией квадрата гиперболического тангенса. А вот решение при отсутствии фазового синхронизма, когда дельта К не равно нулю, что у нас на самом-то деле и происходит в реальной жизни, не будет описываться какими-то простыми функциями, оно будет выражаться через эллиптические интегралы, но график приведен на этом рисунке. График показывает, что интенсивность волны второй гармоники будет то возрастать, то обратно обращаться в ноль. Такое поведение связано с тем, что отдельные атомы среды просто излучают не в фазе, и в какой-то момент их фазы компенсируют друг друга, и интенсивность обращается в ноль. Но, может быть, все-таки как-то можно достичь условия фазового синхронизма, ведь из-за дисперсии интенсивность второй гармоники сильно падает. И действительно, решение этой задачи есть. Нужно просто рассмотреть среду, в которой возможно двойное лучепреломление. В такой среде распространяются две волны – обыкновенная и необыкновенная. И для них показатель преломления разный. При этом для обыкновенной волны показатель преломления никак не зависит от направления. И его значение просто равно всегда радиусу вот такой вот серой сферы. А для необыкновенной волны показатель преломления уже будет зависеть от направления распространения, но его можно найти графически, как расстояние от центра эллипса до точки пересечения линии, соответствующей направлению распространения волны с эллипсом. Что же будет при учете дисперсии? Ведь при уменьшении длины волны показатель преломления растет. Соответственно, для двулучепреломляющей среды вырастет показатель преломления как обыкновенный, так и необыкновенный волн. При этом оказывается, что существует такая точка, в которой показатель преломления обыкновенной волны на частоте первой гармоники будет просто равен показателю преломления необыкновенной волны на частоте второй гармоники. Получается, что у нас в одноосной среде существует 4 направления, в которых достигается условие фазового синхронизма. Но мы не всегда можем пользоваться этим методом, ведь не все среды, которые генерируют вторую гармонику, являются двулучепреломляющими. Например, в арсените галлия мы не можем достичь фазового синхронизма таким образом, а это очень удобный материал. При этом нелинейная восприимчивость в нем относительно большая. Что же делать в таком случае? Рассмотрим подробнее, как складываются фазы от отдельных атомов среды. Например, в случае фазового синхронизма все отдельные атомы излучают просто в фазе. Их фазы складываются и дают максимальную амплитуду. А вот в случае отсутствия фазового синхронизма фаза каждый раз немножечко смещается,
и при сложении максимумы чередуются с минимумами. Но тем не менее, при прохождении светом расстояния π делить на дельта k, интенсивность в отсутствии фазового синхронизма достигает максимума и только затем снова падает. Что если бы мы могли изменить фазы вот этой части векторов на противоположные, чтобы интенсивность не обращалась в минимум? Это могло бы выглядеть следующим образом. Тогда интенсивность каждый раз немного росла бы, хоть и не так сильно, как при выполнении условия фазового синхронизма. И сделать мы так действительно можем. Нам просто нужно сделать такую среду, в которой соответствующая компонента тензора восприимчивой стихи меняла бы знак при прохождении расстояния π делить на дельта k. То есть просто сделать такую структуру, в которой направление решетки периодически меняется. И тогда мы уже достигнем условия квазифазового синхронизма. Мы рассмотрели основные понятия, связанные с генерацией второй гармоники. Полезную литературу вы можете найти в описании к видео. Подписывайтесь на канал и смотрите другие наши видео.